Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Витекс священный. Полезные свойства для женщин. Противопоказания. Народная медицина более знакома с другими названиями витекса: древо целомудрия, авраамово дерево, прутняк обыкновенный. Из множества разновидностей витекса наибольшую ценность представляет витекс священный. И если в средневековье плоды дерева целомудрия использовали для подавления мужского либидо, то в настоящее время из всех частей витекса готовят составы для лечения предменструального синдрома, менопаузы, бесплодия, заболеваний, негативно влияющих на репродуктивные функции женщины. Очень многие древнегреческие рецепты с витексом актуальны и в современном мире. Полезные свойства витекса священного для женщин. Во всем растении содержатся витамины, дубильные вещества, эфирное масло, микроэлементы и алкалоиды. Кроме этих полезных веществ, листья витекса содержат витамин С, а в плодах растения присутствуют кумарины и жирное масло. Жирное масло содержит, в свою очередь, уксусную, пропионовую, капроновую, валериановую и масляную кислоты. Витекс оказывает противовоспалительное и антимикробное действие. Препараты из витекса обладают седативным, эстрогеноподобным и антифунгальным свойствами. Применение витекса нормализует функцию желез при нарушениях на гормональном фоне, действует на работу желтого тела, железы, отвечающую за менструальный цикл. 10 лечебных свойств витекса священного, доказанные наукой. 1. Оздоравливает репродуктивную систему женщины. Влияние витекса на женский организм в предменструальный период изучено очень хорошо. Известно, что предменструальный синдром, ПМС, влияет на качество жизни женщины, так как сопровождается крайне неприятными симптомами, сниженным настроением, проблемами со стулом, запором, мигренью, раздражительностью, болезненными ощущениями в груди. Оказалось, что растительные вещества витекса снижают уровень пролактина, за счет чего удается поддерживать оптимальные показатели эстрогена, прогестерона, гормонов, влияющих на тяжесть симптомов ПМС. В одном из исследований приняли участие женщины, страдающие от ПМС. Каждой участнице в течение 3 менструальных циклов предлагали витекс. Из общего числа женщин у 93% отмечалось улучшение самочувствия во время ПМС, снизились жалобы на тревожность, депрессивное настроение, уменьшилась тяга к еде. В ходе 2 других экспериментов женщин делили на 2 группы. Экспериментальная получала по 20 мг витекса в день, контрольная – препарат плацебо. Наблюдения проходили 3 менструальных цикла подряд. В группе витекса в 2 раза больше женщин отмечали нормализацию настроения, снижение ощущения наполненности в груди, смягчение головных болей, чем в группе плацебо. Ученые пришли к выводу, что активные вещества витекса смягчают циклическую масталгию, боль в молочных железах, связанную с менструацией. Обезболивающий эффект такой же, как и при использовании традиционных лекарств. Главное преимущество заключается в том, что после применения витекса у женщин наблюдается намного меньше побочных эффектов. 2. Облегчает течение менопаузы. Благодаря способности влиять на гормональный фон, витекс помогает смягчить симптомы менопаузы. Наблюдение за 23 женщинами в состоянии менопаузы показало, что использование масла витекса помогает справиться с неприятными симптомами, нормализовать настроение, восстановить сон. Отмечалось, что у некоторых участниц восстановился менструальный цикл. Свойства крема витекс изучались на 52 женщинах в пременопаузальном периоде и менопаузе. Результаты показали значительное улучшение самочувствия у 33% участниц. Умеренное улучшение симптомов отметили 36% женщин, ранее предъявлявших жалобы на приливы жара, потливость в ночное время. 3. Улучшает женскую фертильность. Витекс влияет на уровень пролактина в организме женщины, за счет чего улучшает фертильность. Такое воздействие особенно ценно для женщин с нарушенной лютеиновой фазой или слишком короткой второй половиной менструального цикла. Подобные физиологические особенности в сочетании с ненормально высоким пролактином затрудняет зачатие и вынашивание беременности. В ходе клинических наблюдений 40 женщинам со слишком высоким уровнем пролактина ежедневно предлагали по 40 мг экстракта витекса священного. Эффективность растительного препарата при снижении уровня пролактина оказалась такой же, как у препарата, традиционно назначаемого в таких случаях. Другое исследование провели с участием 52 женщин с установленным нарушением лютеиновой фазы. Экспериментальная группа получала ежедневно по 20 мг витекса. Результаты показали снижение показателей пролактина, удлинение фаз менструального цикла. В группе плацебо подобные эффекты не наблюдались.
В одном из исследований приняли участие 93 женщины, которые безуспешно пытались забеременеть на протяжении 6-36 месяцев. В экспериментальной группе женщинам в течение 3 месяцев давали добавку, содержащую Vitex. Беременность наступила у 26% участниц. В группе плацебо отмечалось 10% случаев беременности. Проблемы с зачатием могут возникнуть у женщин с нерегулярным менструальным циклом. Результаты 3 исследований показали, что Vitex в виде добавки способствует нормализации менструального цикла. 4. Отпугивает насекомых. Растительные вещества, содержащиеся в экстракте семян Витекса, в течение 6 часов могут защитить от назойливых насекомых, комаров, блох, мух, клещей. Одно из исследований показало, что спрей, в составе которого наравне с другими растительными экстрактами присутствует Vitex, защищает от вшей около 7 часов. Дополнительные эксперименты подтвердили, что Vitex уничтожает личинки вшей и не дает размножаться взрослым насекомым. 5. Облегчает головную боль. Vitex помогает уменьшить интенсивность головной боли. В одном из экспериментов приняли участие женщины, склонные к мигреням. 3 месяца участницам ежедневно предлагали соответствующую растительную добавку. Все участницы отмечали сокращение количества приступов и снижение интенсивности головной боли, характерной для предменструального синдрома. 6. Обладает противогрибковым и антибактериальным свойствами. Лабораторные исследования показали, что эфирное масло Витекса угнетает рост и размножение патогенных грибков и бактерий. Антибактериальный эффект наблюдался в отношении стафилококка, сальмонеллы. 7. Смягчает воспаление. Эксперименты в пробирке и с участием животных показали, что Vitex может оказывать противовоспалительное действие. Однако сравнение свойств Витекса и аспирина показало, что аптечный препарат обладает более выраженной эффективностью. 8. Может помочь в восстановлении костей. В одном из исследований приняли участие женщины с переломами самой разной локализации. На фоне терапии препаратами магния и Витекса у участниц отмечалось более быстрое восстановление костной ткани, возрастание уровня соответствующих восстановительных маркеров. В группе плацебо подобные результаты получить не удалось. 9. Предупреждает эпилептические приступы. Предварительные результаты, полученные при экспериментах на животных, говорят о том, что регулярное применение Витекса может снизить вероятность эпилептических приступов. В дальнейшем планируется исследование с участием людей для изучения противоэпилептических свойств Витекса. 10. Улучшает мужское здоровье. Традиционно для повышения мужской потенции используют экстракт, полученный из листьев Витекса священного. Положительный результат наблюдается при длительном, регулярном применении фитопрепаратов, обладающих накопительным эффектом. Установлено, что активные вещества, присутствующие в ягодах Витекса, повышают подвижность сперматозоидов, повышая тем самым возможность зачатия. Начиная прием препаратов Витекса, первые положительные результаты заметны на 4-6 недели терапии. Максимальный эффект наблюдается на 3-6 месяце применения. Применение Витекса в народной медицине. Витекс священный применяют при депрессии, хронической болезни селезенки и печени, малярии, бесплодии, нарушении менструального цикла. В народной медицине Витекс очень часто используется при гонорее, малярии и болях в сердце. В гомеопатии Витекс тоже себя зарекомендовал. Его применяют в виде свежеприготовленного сока при лечении нервных болезней и депрессий. Настои листьев и цветков Витекса используют в качестве лактогенного средства, которое оказывает и антибактериальное действие. Повысить функцию половых желез поможет настойка плодов Витекса. Кроме этого, такая настойка применяется при лечении фибромы, кисты, миомы, простатита, лейкоза и полипов. Неврозы, которые сопровождаются плохим настроением, сперматорея и половая слабость, лечатся при помощи настойки из зрелых плодов растения, настоянной на спирту. Способы применения Витекса при различных заболеваниях. Болезни желудка. Рекомендована спиртовая настойка Витекса, приготовленная из 50 граммов плодов и 500 мл водки хорошего качества. Ягоды Витекса измельчают, высыпают в емкость с водкой, закрывают крышкой. Бутылку хорошо встряхивают и ставят на 2 недели в темный шкаф. Спустя положенное время настойку процеживают. Принимают за 30 минут до еды, для чего 10 капель состава растворяют в 100 мл воды. Курсовой прием может продолжаться 2 месяца. При необходимости его повторяют через 2-3 недели перерыва. Мастопатия. Спиртовая настойка Витекса улучшает самочувствие женщин при неврозах, депрессивных состояниях и способствует рассасыванию уплотнений в молочных железах.
Для приготовления берут 200 мл 96% этилового спирта и 50 граммов измельченных ягод витикса. Компоненты смешивают в стеклянной бутылке и оставляют настаиваться в темном месте до 16 дней. В течение этого времени емкость обязательно периодически встряхивают. Готовое средство процеживают и принимают только перед утренним приемом пищи по 60 капель. Для более легкого употребления настойку разбавляют в небольшом количестве воды. Непрерывный прием может продолжаться 3 недели. Женское бесплодие. Литр воды выливают в кастрюлю, добавляют 2 столовые ложки целых плодов витикса и ставят на плиту. После закипания огонь доводят до минимума и проваривают еще 20 минут. После этого кастрюлю укутывают и оставляют на час. Готовый отвар процеживают и пьют по половине стакана 4 раза в день, в любое время. Лечебный курс начинают во второй половине менструального цикла и продолжают до начала следующего. Бессонница, невроз. Готовят сбор из равных частей листьев витикса, хмеля, мелисы, мяты. Все компоненты хорошо перемешивают. Берут 1 столовую ложку сбора, заваривают стаканом кипящей воды и накрывают. Через час настой процеживают. Весь получившийся объем выпивают небольшими порциями в течение дня. Аменорея – отсутствие месячных. Готовят настойку витикса на вине. Берут по 25 грамм листьев и семян витикса, измельчают ножом и заливают 500 мл когора. Закрытую емкость оставляют на месяц. Процеженный настой принимают за полчаса до еды по 25-30 мл. Продолжительность лечения до 6 месяцев. Климакс. Для облегчения симптомов женщинам рекомендован настой из 2 столовых ложек листьев витикса, 8-10 шишек хмеля, 1 столовой ложки листьев мяты и мелисы. Измельченные компоненты перемешивают, берут 3 столовые ложки полученной смеси и заваривают стаканом кипящей воды. Емкость закрывают крышкой и оставляют на час. Процеженный состав делят на 4 приема и выпивают в течение дня, независимо от еды. Лечение может длиться до 2 недель. Слабая потенция, простатит. Ягоды витикса растирают, берут 2 столовые ложки получившейся массы, засыпают в стеклянную бутылку, заливают 1 литром 96% этилового спирта. Закрытую бутылку ставят в темное место на 2 недели, после чего настой процеживают. Принимают по 20-25 капель, растворенных в небольшом количестве воды 2 раза в день. Лечебный курс составляет 60 дней. Заболевание печени. Готовят настойку из 50-60 граммов плодов витикса и 500 мл водки. Компоненты смешивают в бутылке и ставят в темный шкаф на 14 дней, периодически встряхивают. Готовую настойку пьют 1 раз в день по 10 капель за полчаса до еды. Непрерывный курс лечения не должен превышать 3 месяца. Рецепты приготовления витикса. Настой. Настой витикса широко используется в гинекологии. Кроме женских проблем, он помогает успокоить нервы, нормализовать сон. Считается, что настой из листьев витикса обладает обезболивающим действием, лечит некоторые заболевания кожи. Лечебный напиток легко приготовить в домашних условиях. Для этого 3 столовые ложки листьев витикса хорошенько измельчают ножом и заливают стаканом кипятка. Посуду накрывают крышкой, укутывают теплым полотенцем и оставляют на час. Готовый настой процеживают. Полученный объем выпивают в течение дня. Каждый день готовят свежий состав. Для лечения кожных заболеваний готовят настой из 3 столовых ложек цветков витикса и стакана кипятка. Посуду укутывают, оставляют на час для настаивания. Готовый настой выливают в воду для принятия ванны. Настойка. Спиртовая настойка плодов витикса оказывает всестороннее действие на организм. Ее назначают при заболеваниях печени, желудка, женской и мужской половой сферы, проблемах с потенцией, нервных расстройствах, депрессивных состояниях. Классический рецепт подразумевает использование 30 граммов спелых ягод растения и 200 мл 40% этилового спирта. Допускается применение водки высокого качества. Лучше всего плоды измельчить в кофемолке. В стеклянной бутылке смешивают компоненты, закрывают крышкой и ставят в темное место на 2 недели. Процеженную настойку принимают по 1 чайной ложке за 20-30 минут до еды. Экстракт. Экстракт витикса готовят по тем же правилам, что и настойку, за исключением крепости спирта. Для этого рецепта нужен 65-70% этиловый спирт. На 50 граммов ягод берут 200 мл спирта. Закрытую емкость с ингредиентами ставят в темное место на 2 недели. Принимают экстракт 1 раз в день, предпочтительно в утреннее время за 30 минут до завтрака. Разовая доза экстракта не должна превышать 60 капель. Отвар. Отвар витикса оказывает обезболивающий эффект при заболеваниях суставов, переломах.
Курсовой прием состава рекомендован для лечения женского бесплодия. В кастрюле доводят до кипения 500 мл воды, добавляют 1 столовую ложку измельченных плодов витикса. Огонь уменьшают и варят еще 20-30 минут. После этого посуду укутывают или ставят в теплое место. Через полчаса отвар процеживают и хранят в стеклянной бутылке в холодильнике. Отвар витикса принимают по четверти стакана 4 раза в день. Мазь. Для приготовления мази берут 2 чайные ложки цветков витикса, заливают стаканом кипящей воды и оставляют на 30-40 минут. После остывания до комнатной температуры настой процеживают. Часть полученного настоя смешивают с медом так, чтобы сохранилась густая консистенция. Мазь рекомендована при крапивнице, подростковых высыпаниях. Она улучшает состояние кожи, возвращая ей тонус и эластичность. Нанесение мази при заболеваниях суставов оказывает обезболивающий, противовоспалительный эффект. Противопоказания. Врачами определен ряд состояний, при которых применение витикса противопоказано. Период беременности, грудного вскармливания. Повышенная чувствительность к растительным компонентам. Рак молочной железы. Гормональная терапия. Возраст до 18 лет. Важно отметить, что эфирное масло витикса подходит исключительно для наружного применения. Правила заготовки и хранения. Для лечебных целей применяют листья, плоды, цветки и ветви растения. Корни лечебной ценностью не обладают. Цветки растения собирают во время цветения. Лучшее время для заготовки листьев, стеблей – ранняя весна, сразу после схождения снега, когда растение насыщено питательными веществами. Ягоды витикса собирают в конце осени. Если рецепт предусматривает использование коры, позаботьтесь о ее заготовке в первые дни весны. Листья и цветки высушивают целиком, стебли предварительно мелко нарезают. Для сушки подойдет сухой чердак, защищенное от солнца помещение, уличный навес. Заготовки раскладывают на чистой ткани тонким слоем, периодически перемешивают для лучшего поступления воздуха. Плоды можно высушить в духовке при температуре на выше 40 градусов. Сухое сырье складывают в полотняные мешочки, хранят в сухом месте до 2 лет. Ветви, листья, плоды и цветки хранят отдельно. Автор – врач-фитотерапевт Соколова Нина Владимировна. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.